Ну, вы знаете, это так кайфово, когда ты понимаешь, что ты не думала это время, а просто проживала этот момент. И что самое интересное, все идем к одному, думая, что мы идем к разному, думая, что у каждого такая вот уникальная своя история, потому что это как бы через призму эго, но все идем к одному. И это твоя ответственность. Твоя жизнь — это твоя ответственность. Моя жизнь — это моя ответственность. Его жизнь — это его ответственность. Прямо как будто бы мы учим язык, знаете? Это вот сейчас. Это надо просклонять. Я, ты, мы, вы, они и так далее. Итак, доброе утро. Что у меня за голос? Здравствуйте, здравствуйте. Доброе утро. Ну, сейчас разговариваюсь. Вот представляете, вы включаете видео человека, который говорит: а вы знаете, я не знаю, о чем вам рассказывать, но мы сейчас посмотрим, о чем это будет. Да, поэтому я говорю, летят мысли. Идея в нашей жизни — жить жизнь. Но мне кажется, что мы вообще понятия не имеем, что такое жить жизнь. Потому что мы чаще всего находимся не в жизни, а в мыслях. И мы не живем жизнь, а мы думаем жизнь. Мы думаем о будущем, мы вспоминаем прошлое, но мы не живем настоящим. И это наш такой вот парадокс. Когда я говорю слово «наш», я имею в виду людей в целом. Не кого-то конкретно, что кто-то такой вот плохой, а я хорошая, или там я не хорошая, а ты хороший. Мы реально не живем жизнь. И это не как напугать, это просто как факт. Это просто как факт. Это реалии, в которых мы с вами находимся. И это очень интересно, потому что это все можно менять. Когда ты попадаешь в темы всяких духовных разных путей, все как одно говорит. Все как одно говорит, что все одно. Все одно. Не надо разделять. Все одно. И проблема в том, что из-за вот этого вот разделения сложно жить. Ну, сложно жить. Потому что, получается, ум, который неконтролируемый, берет контроль и такой типа: окей, я все понял. Начинает накидывать мысли, которые просто иногда, ну, вообще непонятно откуда приходят, которые, как оказывается, могут быть даже не нашими мыслями. И вот представьте себе, вот действительно, но мы же в этом живем, нам кажется, что это правда. Нам кажется, что это правда. И я все больше начинаю подходить к этому понятию иллюзорности, о которых, например, вот я сейчас в буддизме слышу про иллюзорность нашего мира, что мы понятия не имеем, как этот мир устроен, но нам кажется, что мы что-то понимаем, потому что у нас есть мысли, и мы почему-то иногда идентифицируем себя с мыслями, и мы думаем, что я думаю, я существую, как раньше сказал Декарт. Почему? Опять возвращаюсь. Мы не живем. Мы просто думаем много. Иногда ненужного. Но ум нужен, его нужно использовать. Им нужно уметь пользоваться. Им нужно научиться пользоваться. Потому что иначе он будет все время пользоваться нами. Он будет все время пользоваться нами не потому, что он плохой, а потому что он такой. Это его природа. И когда я начала понимать, что йога — это не про то, что мы выключим ум. Нет, ты никогда его не выключишь. У него это его естественная природа создавать мысли и что-то подкидывать. И самый классный инструмент, который вы можете использовать, и что может вам помочь, это ваше тело, потому что тело живет в настоящем моменте всегда. У тела всегда одновременно происходит миллионы разных процессов, которые вы не контролируете. Я не контролирую, которые мы не контролируем, потому что у тела своя программа. Но тело очень сильно завязано с мыслями. Оно реагирует моментально. Поэтому и говорится, что нужно работать над мыслями. Потому что это вибрации, это энергия, которая посылается на тело.
в котором вот в этой всей вибрации тело потом функционирует. И, конечно же, круто, когда у тебя мысли о чем-то хорошем, потому что это высокие вибрации, в которых твое тело будет чувствовать себя хорошо. Если ты будешь находиться в низких вибрациях, с плохими мыслями, в депрессии, ну вот я была в этом состоянии, и что я вам скажу? Ну это ужасно, ты не чувствуешь жизнь. Я в этом году осознала, что наконец-то я чувствую какую-то радость. А когда у тебя нету радости, когда ты ничего не хочешь, когда у тебя нету никаких желаний, мечтаний, ты какой-то такой весь, ну типа полуживой человечек, это сложное состояние. И надо помнить, что это состояние, и из этого можно выйти. Из этого нужно выходить. Потому что можно прожить жизнь в таких состояниях, в таких вибрациях, но это немножко не жизнь. Это страшно, это грустно, это одиноко, это много вот такого. Вот это большой спектр вот этих всех, как я говорю, вибраций, ну опять-таки, низших, мы это так назовем, не потому что они там какие-то недостаточные, чтобы мы там на них обращали внимание, или какие-то, ну, как бы ниши, да, в плане там какой-то вот кто-то есть лучший, кто-то худший. Нет, это не худший. Просто это ну, вот такое вот состояние, в котором ты не чувствуешь жизнь на полную, когда ты можешь быть собой, когда ты ничего не боишься, когда ты спокойная, когда ты спокойный. Вот. И поэтому я считаю, что важно себя вот так взять, вот так вот, не знаю, давайте по-хорошему, обнять и сказать: я с тобой, и я хочу жить эту жизнь. Мне она очень важна и нужна. Она у меня одна, сейчас, в этот момент, в сегодняшнем дне. У меня вот эта жизнь. И мне вот эти возможности только сегодня. И вот эти люди рядом только сегодня. В таком состоянии, в таком вот настроении. И проживай, и проживай, и проживай эту жизнь. И когда вначале я говорила про то, что жизнь для меня это практика, да, потому что я поняла, что без вот этой поддержки я не успеваю замечать жизнь, я не успеваю ее проживать. Потому что как бы вот такие какие-то моменты, в которых ты творишь. Ну, для меня, например, жизнь, когда я проживаю это творчество. Вот сейчас я с вами проживаю настоящую жизнь, потому что я делюсь какими-то знаниями, я делюсь какими-то переживаниями, и я сама нахожусь в таком состоянии, в котором я просто с вами разговариваю на те темы, которые для меня очень важны. Мне так хочется с вами ими делиться, потому что они наполняют жизнь мою жизнь смыслом. И мне кажется, что тогда это и, возможно, вашу жизнь сможет наполнить. Поэтому, собственно, я записываю эти видео, поэтому существует этот канал. Вот. Проживайте вашу жизнь, не думайте вашу жизнь. И вот сразу приходит вопрос: а как же не думать жизнь? Когда ты начинаешь, ну, в моем случае это практика йоги, это медитация, это дыхание, это духовное изучение, вот, это буддизм. Для кого-то это, возможно, будет психология, для кого-то это будет спорт, для кого-то это будет очень интересная работа, для кого-то это наука, для кого-то это отношения, для кого-то это семья, дети. Потому что у каждого свой ключик, который открывает сердце и больше, скажем, не дает ему закрыться. У каждого свои сценарии, наверное, так. Просто моим видео я хочу сказать: пожалуйста, изучайте эти вопросы, они очень важны. Это намного важнее то, какая одежда на вас, какого бренда. Это намного важнее, какую должность вы занимаете. Это такая ценность, когда ты живешь жизнь в свое удовольствие, когда ты живешь жизнь, принося пользу себе и другим, когда ты понимаешь, что вот оно, я наконец-то контролирую ум, а не он меня. И открывается просто вот, ну, это мир, он еще масштабнее, он больше, он невероятнее, и столько чувств, столько ощущений, столько всего нового. Это не факт, что всегда что-то только приятное. Конечно, это много чего неприятного, конечно, это много чего страшного. Но опять-таки, вот куда ты свой фокус направляешь.
Ну, вы знаете, это так кайфово, когда ты понимаешь, что ты не думала это время, а просто проживала этот момент. Обычно с нами это случается в каких-то путешествиях. Почему все хотят путешествовать? Потому что ты переходишь, это что-то новое, или ты приезжаешь куда-то, например, в место своей мечты, или ты видишь этот вот закат, или ты видишь этот рассвет, или ты видишь этот океан, или ты видишь, не знаю, это дерево, или ты видишь какое-нибудь здание, какого-нибудь архитектора, который построил, и ты... Потому что в этот момент ты соприкасаешься с Творцом. Поэтому мы все так хотим этого всегда, всегда. Поэтому мы все так хотим стремиться к этому состоянию радости, потому что тогда не работает наш ум, который все время что-то пытается подкинуть и загружать. И в зависимости от того, чем мы питаем наш ум, тем оно будет нам как бы в ответку что-то отдавать. Питаем мы его какими-нибудь там страшилками, он будет меня пугать. Питаю я его чем-то классным, позитивным, хорошим, он будет мне в ответ притягивать мое внимание на эти вещи. И почему нет? Почему не пробовать пользоваться этим инструментом? Почему не пробовать пользоваться этим инструментом? Он у тебя есть. У тебя есть возможность направлять свое внимание на какие-то определенные вещи. У тебя есть возможность делать то, что делает тебя не лучше, а то, что возвращает к твоей истинной природе. Понимаешь? Отбросить все, что внешне говорит, делай это, делай то, чтобы быть лучше для кого-то, и сказать: подождите, а вы вообще о чем? Я хочу услышать свой внутренний голос и понять, что у меня есть этот голос, и он мне постоянно о чем-то говорит. Это про это все эти практики. Это про это все. Это про то, что, слышать себя и быть в контакте с собой, и понять, who is who. Кто ты вообще такой? Это офигенное приключение. Это... Я просто начинаю сейчас, я чувствую, что у меня, когда я говорю, у меня прям энергия поднимается, я думаю, вы это чувствуете. Но это приключение, которое, я говорю, сейчас у меня мурашки, заслуживает твоего внимания. Это ты сюда пришел или пришла, вот эта вот душенька твоя пришла в эту жизнь, чтобы понять наконец-то, кто ты. Что ты? Как ты проявляешься? В чем твое предназначение? В чем твой путь? Какой твой путь? И только ты решаешь это все. Не внешнее, не внешнее, пойми, не внешнее, все внутри, ответы внутри. Никакие ни гадалки, ни тарологи, ни астрологи не знают лучше, чем ты. Ни психологи, ни в коем случае. Психологи вообще не знают про тебя лучше, чем ты. И вот эта мысль, она обалденная, она просто невероятная, она шикарная, она сильная, она вкусная, она интересная. И ты просыпаешься каждое утро и думаешь: вау, я на пути, я на своем пути, какой же мой путь? Какой же мой путь? А мой путь, он очень классный, он уникальный. И что самое интересное, все идем к одному, думая, что мы идем к разному, думая, что у каждого такая вот уникальная своя история, потому что это как бы через призму эго, но все идем к одному. И, ребята, это так классно вообще. Ну попробуйте, серьезно, попробуйте задаваться такими вопросами. Может быть, вы не будете задаваться такими вопросами сами, и вас могут подталкивать какие-то заболевания, какие-то трагедии, какие-то истории. Ну вот у меня тоже получается через боль. Я не знаю, вот бывает такое, что ты приходишь в состояние, у тебя все ок, и ты такая: наконец-то можно расслабиться. Наконец-то можно расслабиться, Боже, спасибо за этот день. А потом ты понимаешь, просто я вот как-то расслабилась очень хорошо. Да. Не в плане, что я там ничего не делала, а просто такая думаю, все хорошо, там ля-ля тополя, а потом раз и давай, иди, прокачивайся. Вот, поэтому, вот это все, это неизбежно, оно будет происходить, я имею в виду вот этот весь трэш, который происходит, просто с каждым разом ты тренируешь свою реакцию на происходящее, и с каждым разом ты, возможно, не так эмоционируешь,
немножко появляется со временем больше мудрости, знаний, и ты понимаешь, что, ну, вроде не все так страшно, и идешь дальше. Хотя происходит порой очень. Причем это порой бывает так, что тык-тык-тык-тык один за другим. Вот. Поэтому это неизбежные части нашей жизни. В общем, давайте сейчас подытожим. Надо жить жизнь. Думать жизнь не нужно. Жизнь нужно проживать, и это твоя ответственность. Твоя жизнь — это твоя ответственность. Моя жизнь — это моя ответственность. Его жизнь — это его ответственность. Прямо как будто бы мы учим язык, знаете? Это вот сейчас. Это надо просклонять. Я, ты, мы, вы, они и так далее. Так вот, ты выбираешь, как ты живешь. И начинается все с внутренней работы. Это правда. Потому что изменить внешнее ты не можешь, пока не поменяешь внутреннее. Да и смысла нет, потому что у тебя нет никакого вообще права менять что-то в жизни другого человека. Даже если ты будешь что-то делать и менять насильно, а он будет недоволен, ты себе сделаешь хуже. Если он будет доволен, и у тебя получится что-то повлиять, поменять и как-то повлиять на этого человека, это круто, значит, ты какой-то учитель. Вот. Но вместо того, чтобы тратить время на то, чтобы пытаться что-то вовне как-то улучшить, да не улучшишь ты ничего, не трать время. Займись вот этим миром, который внутри тебя. Занимайся им. У тебя каждый день есть время. Начни в обычных повседневных вещах задавать вопрос. А это мое или как бы что-то извне? Давайте возьмем Инстаграм. Ты смотришь Инстаграм и видишь, как допустим, у кого-то из друзей классное там настроение или поездка какая-то куда-то в классное место. Ты смотришь и думаешь, вот зараза. Лайк, ну, конечно, молодец. Типа, я тоже так хочу. Это же надо было. Вот мама говорила, иди учись на программиста. А это ты пошла вот это в медицинский, непонятно зачем. Сейчас сидишь вот это вот, и не работы, и заработка нет. А он кто-то классный, он поехал себе, где-то отдыхает, у него все тип-топ. И потом посмотри на свои мысли. Это зависть. Почему? То есть мой друг, моя подруга поехала куда-то там отдыхать. И я смотрю на это и думаю, почему? Почему это происходит? Потому что у меня внутри болит. Не потому что подруга программист, у нее куча денег, она классная. А потому что вопрос со мной сейчас. У меня что-то не так, и я вовне пытаюсь исправить и найти этому объяснение. И сказать, ну, конечно, у нее же денег куча. Вот она и поехала в свои путешествия. То есть у меня появилась реакция, у меня появилось какое-то вот чувство зависти. Но у меня-то внутри болит. Это же не подругина болит. Это болит мое. И я начинаю на это смотреть и говорить, слушай, а что болит-то? И начинается целая история. Если ты будешь смотреть в то, что тебя задело, в эту эмоцию, например, в это чувство. И, ну, как бы на практике, вот реально, как можно внедрить практику в повседневную жизнь? Когда ты начинаешь разбирать хотя бы, да, вот так вот свой день, на то, как ты его прожила, в каких эмоциях ты была, в каких состояниях ты была, в каких чувствах ты была и почему ты была. Но вот конкретно, когда ты это делаешь потом, сложно понять, что конкретно в этот момент чувствовало тело, потому что тебе надо вспоминать. И как бы то, что я сейчас проговариваю, это очень классная практика — учиться жить в моменте сейчас и именно замечать жизнь. Но не превращайте это в постоянное рассуждение ума о том, что у меня пошла такая мысль, у меня пошла такая мысль.
Не превращайте это в начале. Вот, почему я это говорю? Потому что потом начинается слишком много мыслительных процессов, и все происходит, и все случается в том, что слишком появляется много саморефлексии. Это тоже обратная сторона медали. То есть попробуйте, вот, ну, например, замечать просто в каких-то таких вот сильных состояниях, да, то, что вы прям вот вызывает вашу сильную такую реакцию. Вот, например, как я сейчас привела пример с этой завистью. И так со временем ты, ну, как бы начинаешь понимать, что окей, да, и ты признаешь, допустим, да, я завидую. Почему? Ты такая, ну да, точно, у меня болит, потому что я не могу там, например, поехать куда-то, потому что у меня есть такое обстоятельство. Но вот тут самое главное, ты от этого неплохой человек, и с тобой все нормально. Вот это надо помнить. Когда ты начинаешь замечать, что там, например, ты там завидуешь, ты там на кого-то злишься, ты что-то еще, ты человек, у тебя есть эти эмоции. Ты так реагируешь, но ты неплохой человек. Не надо себя как-то грызть и думать, что «Ой, боже мой, я какой-то неправильный человек, а все такие правильные, классные». Нет, это для того, чтобы ты просто начала замечать или начал замечать, что... сейчас, извините, ножка затекла. Что это происходит. И вот в этот момент как почувствовать жизнь? Ты смотришь, что там у тебя в теле происходит. Где у тебя зависть живет, например? Это сложно понять. Это надо пробовать. И вы когда научитесь. И ты поймешь, что окей, это здесь, но это не так страшно. Почувствовал, заметила, понимаешь, что ну как-то это не совсем приятно чувствовать. Не совсем приятно чувствовать эту зависть. И зачем вообще? Зачем я буду тратить на это время? Зачем я буду тратить на это силы? Зачем я буду расстраиваться, когда я могу порадоваться? И вот здесь начинается точка изменения. Я просто на время, у нас есть 4 минуты, постараюсь объяснить. В этот момент начинается точка твоего роста. Ты замечаешь эту зависть. Ты понимаешь, что это возможно внутри из-за чего-то там болезненного для тебя. Но ты понимаешь, что ты радуешься за подругу. И когда ты начинаешь думать в этом направлении, что ты радуешься за подругу или за друга, что он поехал куда-то там в горы и снимает видео и кайфует, ты делаешь очень классную работу. Ты трансформируешь себя, ты трансформируешь свое сознание, свой ум, свою энергию и начинаешь запускать совсем другого себя. Ты переходишь в другое состояние, находишься в этом состоянии, и в этом состоянии начинает притягиваться что-то похожее. И в какой-то момент ты оказываешься в путешествии, в горах, и ты делаешь свои фотографии гор. И ты проживаешь этот момент. Потому что когда-то, вместо того, чтобы завидовать, ты пожелала кому-то радости и счастья в этом путешествии. Искренне. Не потому что я вот сейчас пожелаю и потом тоже поеду. Окей, ты можешь начать так. Но со временем ты начнешь понимать, что тебе не надо даже вот так думать, что типа я желаю, чтобы мне. Оно просто со временем будет происходить так, что ты просто желаешь. Потому что нету никакого «мне», все взаимосвязано. И вот эта корость или какой-то такой хитрый ум, который такой сейчас мы всем тут добра наделаем, потом все вернется. Нет. Не из этой позиции, не такая точка у нас зрения, да, не такая перспектива, откуда мы смотрим. Да, оно вернется. Может быть, не так, как ты это думаешь, что конкретно вот я сделала это, мне вернется это, да. Вот, просто, опять-таки, у пространства, у Вселенной все очень сбалансировано, поэтому она знает, когда, чего, кому надо что-то дать, что-то взять.
и так далее. Но сам принцип, что ты начинаешь с вот таких вот маленьких шажков в своей обычной жизни, не сидя даже на коврике, но делая свою внутреннюю работу, свою практику, со своими эмоциями, например, ты начинаешь запускать такой поток изменений, что ты даже себе представить не можешь. Поэтому спасибо тебе большое, что ты просмотрел это видео. Спасибо, что разделил со мной этот посыл. Спасибо, что напишешь комментарий, что подпишешься, что расскажешь друзьям. Я тебя от сердца благодарю за это действие, потому что это тоже какое-то действие. И меня это будет поддерживать, мотивировать, рассказывать дальше какие-то интересные истории, какие-то интересные темы поднимать. И я прокайфовала, я прожила вместе с вами этот момент, и я очень рада. Большое спасибо и до скорых встреч. Живите свою жизнь, не думайте, живите. Па-па!